Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. В Евросоюзе нашли способ избавиться от российского газа без компенсаций. ЕС готовит законопроект по ограничению доступа компаний из России к своей газовой инфраструктуре. Так страны смогут на национальном уровне вводить запрет на голубое топливо из России. Александр, такой вопрос. А как они это собираются реализовывать? И второй вопрос. А вывезут ли они так? Давайте, друзья, начнем с контекста. Контекст – это, в принципе, штука необходимая, а без него вся эта история будет звучать максимально дико. Она и с контекстом будет звучать дико, но без контекста прям совсем ай-яй-яй. И начнем мы со следующего. Первое. Европейский Союз в начале мая принял дорожную карту по отказу от российских энергоносителей. От газа, нефти и урана. И отказ от газа должен произойти в 2027 году, ну, точнее, к концу 2027 года. Согласно этой дорожной карте, ну и, соответственно, согласно данным, которыми оперирует Европейский Союз, примерно треть российского газа идет по краткосрочным контрактам, ну и в рамках спотовых сделок. Соответственно, сначала, где-то в 2026 году, они собираются отказаться от этой части газа, просто запретив сделки с российским газом. Для того, чтобы это получилось, страны Европейского Союза должны предоставлять подробную информацию о структуре закупок газа, о контрактах на закупку российского газа в первую очередь. Ну и нужно улучшать системы слежения, мониторинга, если так, прозрачности, которые позволят определять, где же вот эти все, эти все, весь этот газ был куплен. Не в России ли, не у посредников ли, которые купили у России. В общем, для того, чтобы отказаться от российского газа, надо понять, сколько этого газа, как он идет, какими путями. Но вот они сейчас считают, что уже в 2026 году надо избавиться от трети примерно этого газа. А по их данным, в прошлом году было закуплено 52 миллиарда кубов. В текущем году, по их оценкам, должно быть закуплено 36,5 миллиардов кубов. Это не то, что я присоединяюсь к этой оценке. Это к тому, что вот Евросоюз исходит из этих показателей. Все. Далее, что это за компенсация? Это вопрос, который возникал и в самой дорожной карте. Вопрос этот связан с тем, что в долгосрочных контрактах прописывается такая штука, как take-or-pay. Это принцип, который подразумевает, что покупатель гарантирует продавцу, что продавец получит свои деньги. Возьмет покупатель объемы газа, которые прописаны, ну, которые защищены этим принципом. Не возьмет, неважно. Продавец несет довольно значительные капитальные затраты, которые нужны для того, чтобы добыть газ, который ты потом, покупатель, получишь. И капитальные затраты будут нестись задолго до того, как у тебя могут измениться обстоятельства. Погодные условия как-то сложатся. В принципе, какие-то проблемы возникнут. И вот ты скажешь: извини, но столько газа мне не надо. Ну, извини, пожалуйста. Если столько газа тебе не надо, ты все равно за него должен заплатить. Потому что мы до этого понесли мы вложили огромные деньги в то, чтобы этот газ извлечь. Компенсируй. Но это отчасти еще и служит такой, знаете, платежной дисциплине, если угодно. Да, разумеется, не 100% газа, которые прописываются в долгосрочных контрактах, защищаются принципом take-or-pay, но до 80%, да, вполне может быть. То есть, если у вас контракт на 50 миллиардов кубов, то вот 40 миллиардов кубов вы будете... 40 миллиардов кубов вам в любом случае как продавцу оплатит покупатель. Возьмет он эти объемы, не возьмет он эти объемы, деньги за эти объемы у вас будут. Это гарантия, это позволяет вам спокойно вкладывать деньги в добычу. Вот. И в долгосрочных контрактах «Газпрома» соответствующее положение есть. Take or pay, бери или плати. И если ты, дорогой друг, сейчас будешь отказываться от нашего газа, потому что, ой, а мне мама не велит. Мама в Брюсселе сидит, и мне не велит у тебя газ брать. Ну, извини, пожалуйста, вот берем контракт, идем в суд. В суде
можно сказать, ну, там все уже в этих судах понятно, ничего не получится. Ну, бывали за прошедшие 3 года случаи, когда в европейских судах удавалось отстоять интересы российских компаний. Бывали. То есть не то чтобы в 100% случаев, но такое бывало. И, судя по риторике Еврокомиссии, она очень серьезно относится к перспективе вот этих многомиллиардных штрафов, которые могут быть наложены на европейские компании. Кроме того, тут какой тонкий момент есть. Если вы прекращаете действие вот этих контрактов, ну так, в одностороннем порядке, и просто, а мы не будем вам ничего платить, и компенсаций нет, компенсаций никаких не будет, то и без того малая привлекательность европейского рынка в стратегической, вот, в стратегическом разрезе снижается. Потому что любой продавец будет держать в уме, даже если этот продавец не связан с вами долгосрочными контрактами, но общий вот этот, знаете, бизнес-флер, который вы создаете на своем пространстве, он будет оказывать довольно угнетающее воздействие на любого продавца, который к вам чисто теоретически может прийти, на любого поставщика. Я не беру здесь компании, которые являются условно поставщиками газа в Европе, такие как там Total, Shell, BP, которые вот берут газ на заводах в Соединенных Штатах, привозят в Европу, это называется американскими поставками газа. Ну, знаменитые американские компании, Shell, Total, BP, вот эти вот все. Орлен, очень американская компания. В общем, мы не берем вот таких поставщиков, но, скажем так, придете вы, какая-нибудь немецкая компания, к Катару, и скажете: Катар, нам нужен газ. Да, вам нужен газ, как интересно. А мы слышали, что вы очень интересно поступили с Россией. Ну что ты, это же Россия. Мы только с ними так поступаем. Мы, нормальные деловые люди, друг друга не обманываем. Честно-честно, посмотрите в наши глаза. Честные глаза, посмотрите, пожалуйста. Вот. То есть это будет крайне неблагоприятная ситуация, и, в принципе, претензии, которые могут быть предъявлены в судах, ну, я так понимаю, я могу здесь заблуждаться, но я так понимаю, что если эти претензии будут удовлетворены, а, кстати, вполне возможно, что часть разбирательств могут вестись вообще не на территории Европейского Союза по данным вопросам, ну, то под угрозой может оказаться имущество отдельных европейских компаний, располагающихся за пределами Европейского Союза. То есть, еще раз, это возможные причины беспокойства Европейской комиссии, которое выражено в дорожной карте по отказу от российских энергоносителей. То есть это не мы тут думаем, о, наверное, вот они будут беспокоиться. Нет, это они реально беспокоятся. И вот об этом как раз говорится в сообщениях, которые сейчас пошли, о том, что вот придумали систему, при которой можно благополучно отказаться от российского газа и при этом не нарваться на штрафы. А что это за система? О, это очень просто. Европейским компаниям запретят давать разрешение, запретят выдавать европейские компании, операторы газотранспортных систем смогут отказывать российским компаниям в бронировании газотранспортных мощностей. Просто вы доставить газ не сможете, а все, съели. СПГ. То же самое. Мы отказываемся предоставлять вам мощности нашего СПГ-терминала. И все, понимаете, это вы не привезли газ, это вы почему-то не смогли свой газ привезти. Какие штрафы? Никаких штрафов. И вот все, мы отказываемся от вашего контракта, потому что вы не можете его исполнить. Это форс-мажор. Это форс-мажор, это, то есть, будут ссылаться на форс-мажор. Мы не виноваты. Ну, допустим, вы не виноваты, хотя могли бы постараться привезти газ. Да, ну, мало ли, в шарики закачали бы и отправили в нашу сторону. Мощно бы дули, шарики бы в нашу сторону летели. А почему вы не постарались? Так что это форс-мажор, все, извините, контракт закрыт. Скорее всего, буду действовать именно так. Другое дело, что тут возникает вопрос, и ответ на этот вопрос мы получим только после того, как не просто газетные публикации со ссылкой на неких чиновников, которые поделились вот этой сверхсекретной информацией, появятся. А когда появятся уже, собственно говоря, появятся нормативно-правовые акты, которые будут регулировать этот вопрос. Так вот, вопрос следующий. А что если российский газ будет передаваться, скажем, компании, условно говоря, МОЛ, на границе России и чего-нибудь? Вот чего-нибудь. Или, если
российский газ будет переходить в собственность какой-нибудь условно-словацкой компании на границе Турции и Болгарии. Как быть тут? Как тут быть? Просто сейчас наш трубопроводный газ идет только через один коридор поставок в Европейский Союз, через турецкий коридор. Все. Турецкий коридор – это, собственно, газопровод, который идет до границы Турции и Болгарии. Далее, прошу прощения, это турецкий поток, это газопровод, который идет до границы Турции и Болгарии. Далее начинается система магистральных газопроводов, которая условно называется Балканским потоком. То есть она идет через Болгарию, через Сербию, Венгрию. И таким образом получают европейские страны российский газ. Что мешает? И будет ли что-то мешать вот в этих законодательных инициативах венгерской, словацкой, итальянской какой-нибудь условно компании получить российский газ на каком-нибудь условном турецком хабе или просто на виртуальной точке передачи газа? И дальше эта компания будет бронировать мощности для прокачки этих объемов. Будет ли в в нормативно-правовых актах, будет ли в этой законодательной базе что-то ограничивающее такого рода сделки? А если будет, давайте усилим накал, то как быть с возможной организацией турецкого хаба? То есть в Турции создается торговая площадка, на которую приходит какой-то газ. Допустим, газ компании «Боташ», крупнейший турецкий энергетический игрок. Компания «Боташ» предлагает вам газ 15 миллиардов кубов. Вот откуда ни возьмись, у нее 15 миллиардов кубов образовалось. Почему-то. Даже подозрительно 15,75. Как вы так смогли? А вот знаете, нашлись у нас эти объемы. И вы, венгерская, словацкая, итальянская, болгарская, румынская, греческая, польская компании берете и покупаете эти объемы у турецкой компании «Боташ». Как? Просто как? Эти компании будут следить за происхождением газа, который образовался у компании «Боташ» и который продается на турецком хабе. Это я веду к тому, что запретить импорт СПГ напрямую, наверное, будет быстро сложновато, а вот вводить ограничения, да, можно. Другое дело, что уже сейчас можно будет вводить ограничения на национальном уровне, вводить запреты на импорт российского газа. Ну хорошо, ввели вот эти ограничения, наступил форс-мажор, контракты разрываются, потому что, извините, а как мы доставим? Ну вот чисто теоретически, если покупатель заинтересован в этих объемах, если покупателю эти объемы необходимы, и он хочет иметь некую гарантию получения этих объемов в наше неспокойное время. Тем более, что в наше неспокойное время, ввиду ограниченности газотранспортных мощностей, идущих в Европейский Союз, непосредственно трубопроводов, идущих в Европейский Союз, ввиду ограниченности предложения на мировом рынке сжиженного природного газа, быстро компенсировать российские объемы будет не то что тяжело, это будет невозможно. Да, где-то с 26-27 годов возникает ситуация, при которой может сформироваться кризис перепроизводства и вот это вот все, о чем и так знают наши постоянные зрители. Если вы до сих пор не наш постоянный зритель, то подписывайтесь на этот канал. Чего вы ждете? Если уж вы досмотрели до этого момента, то поверьте, у нас все ролики столь же бодрые, веселые и замечательные. Режим «Говорящая голова» наш любимый. Подписывайтесь, поставьте лайк, напишите хороший комментарий. Плохой не надо, пишите хороший. Напишите плохой, тоже нормально. Так вот, может ли так случиться, что покупатель газа будет заинтересован? И он будет стремиться сохранить эти объемы, потому что возможность кризиса перепроизводства – это здорово, это, конечно, хорошо. Но делать ставку на этот кризис нельзя. Делать ставку на обещание Европейского Союза, да мы все заместим возобновляемыми источниками, нельзя, потому что принцип
этого замещения уже демонстрирует некоторую свою непроработанность, что ли. Мы уже наблюдали отключение на территории Европейского Союза, в Испании, в Португалии. Как там сработала солнечная генерация, как сработала ветровая генерация? Кто помогал выводить из этого энергетического кризиса локального энергосистему этих стран? Газовая генерация? Ой, то есть газовая генерация все еще нужна? Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Все ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал «Нефтегазовая игра», мой персональный, и на телеграм-канал «Инфотек». Заранее спасибо. На сегодня все. Всего хорошего. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.